Самой важной работой, которой занимались астрономы обсерватории, была серия астрономических наблюдений при помощи телескопов, выровненных вдоль меридиана. Такие монтировки позволяют делать очень точные, повторяемые наблюдения небесных светил при их вращении вместе с небесным сводом в течение ночи. Солнце, Луну и планеты также можно было наблюдать во время пересечения ими небесного меридиана. Как проводились работы на знаменитом транзитном круге Эйри? Транзитный круг использовался для двух типов наблюдений. Первый – это определение точного момента времени, когда звезда пересекает небесный меридиан, двигаясь с востока на запад при суточном вращении Земли. Зная точное время кульминации светила, можно определить его прямое восхождение. По углу наклона трубы транзитного круга Эйри определялась высота светила над горизонтом, и значит его положение по отношению к небесному экватору, то есть склонение. Таким образом, круг Эйри позволял получать точные небесные координаты звезд. В случае, если круг пересекала звезда с уже известными координатами, этот момент можно было использовать для уточнения часов самой обсерватории. Таким образом, в работе по наблюдениям на меридиане телескоп и часы представляют собой настоящий симбиоз. Транзиты Солнца, Луны и звезд наблюдаются и проверяются по часам, точность которых, в свою очередь, проверяется наблюдениями. Астроном, который хотел наблюдать транзит звезды, должен был принимать во внимание две вещи – точку, куда направить телескоп, и сам момент времени транзита. За 2 минуты до этого момента наблюдатель занимает свое место перед окуляром. В поле зрения он видит несколько шелковых ниточек. Он смотрит на яркую точку, которую иногда может окружать туманное пятно или радужные вибрирующие переливы света, и которая быстро движется через поле зрения, плывет через круг, как сказал поэт. Рука наблюдателя нащупывает кнопку на боковой станине, и указательный палец готовится нажать ее. И вот звезда без спешки и без промедления пересекает одну из нитей. Щелк. Палец наблюдателя падает на кнопку. Через 3 или 4 секунды звезда пересекает другую нить. Щелк. И кнопка нажимается еще раз. В 1915 году точность транзитного круга Эйри снова улучшилась. Теперь нити, натянутые в поле зрения окуляра, стали одним электрическим контактом, а астроном следил за звездой при помощи второго. В момент пересечения нити контакты замыкались, и момент времени записывался на специальный барабанный хронограф. Таким образом удалось избавиться от человеческого фактора в определении моментов транзита. После проведения наблюдения транзита астроном при помощи встроенных микроскопов мог очень точно определить угол, под которым наклонен к горизонту весь инструмент, что давало склонение звезды. Транзитный круг Эйри мог измерять склонение звезд с точностью до 1/100 угловой секунды. Введение барабанного хронографа позволило еще улучшить процесс сбора данных. Лента бумаги на барабане медленно перемещалась с постоянной скоростью, а укрепленное над ней специальное перо, соединенное с часами, делало отметки каждые 2 секунды. Моменты транзита, определяемые замыканием контактов, давали свои отметки на ленте. В XIX и XX веках меридианные наблюдения в целях навигации, картографии и измерения времени продолжали оставаться основой научной деятельности и международной репутации обсерватории. Ее задачи расширились для обслуживания военно-морского флота, а также проведения фундаментальных физических исследований. Осуществлялась поддержка и менее утилитарных работ, хотя главными достижениями обсерватории по-прежнему были длинные серии точных данных, а не новые открытия. Когда звезда пересекала меридиан, астроном использовал настенный квадрант или круг для определения ее высоты, а часы для момента транзита. Однако в обсерватории есть и другие типы телескопов. Топ-10 телескопов Королевской обсерватории Гринвича. Номер 1. Большая настенная арка. Отличный инструмент. Именно на ней я сделал более 28 тысяч наблюдений небесных светил. Номер 2. Экваториальный секстант Флемстеда. Там было 2 телескопа. Один был зафиксирован неподвижно относительно секстана, а второй можно было двигать по всей арке. Таким образом, его можно было использовать для измерения углов между звездами и планетами. Для работы с ним нужно было 3 человека. Зубы кремольеры быстро стесались, и в конце 1677 года я из него сделал 2 отдельных инструмента. Номер 3. Железный настенный квадрант Галлея. Квадрант Галлея менял свою форму под действием веса, так что длина его дуги была на 16 угловых секунд меньше полных 90 градусов.
Номер 4. Зенит-сектор Брэдли. Отличный инструмент работы Грэма. С помощью этого 12,5-футового зенитного сектора я открыл аберрацию света и нутацию в своей частной обсерватории, еще до того, как сам стал королевским астрономом. Потом, в 1749 году, я взял его в Королевскую обсерваторию Гринвича. Говорят, в 1837 году его возили в обсерваторию на мысе Доброй Надежды и вернули в комнату транзитов в 1850-м. Номер 5. Медный настенный квадрант Брэдли. Отличный квадрант. Я много раз использовал его для работы. Вместе с квадрантом Галлея, кстати, который мы починили в конце концов. Номер 6. Транзитный 10-футовый инструмент Тронтона. До 1850 года отмечал собой Гринвичский меридиан. Приобретен для обсерватории Невиллом Маскелайном, но был установлен при Джоне Понде. Намного превышал настенные квадранты по точности. Номер 7. Альтозимутальный телескоп Эйри. Де-факто это небольшой транзитный круг, который мог наблюдать не только на небесном меридиане, но и на других азимутах. Мы использовали его для наблюдения Луны неподалеку от новолуния, когда обычные транзитные круги не годились. Номер 8. Транзитный круг Эйри. Основной рабочий инструмент. Измерял склонение с точностью до 1/100 угловой секунды. Номер 9. Фотогелиограф Далмейера. Использовали его, чтобы фотографировать Солнце. Изучали пятна и другие крупномасштабные структуры хромосферы Солнца. Всего было 5 таких телескопов. Номер 10. 28-дюймовый рефрактор. Мы заменили им старый рефрактор. Он был настолько большим, что нам пришлось перестроить его купол, и с тех пор этот купол начал напоминать луковицу. При помощи этого рефрактора мы изучали двойные звезды, а также занимались спектроскопией объектов. В начале XIX века астрономия считалась практически завершенной наукой. Смотря в свой 40-футовый рефлектор, Уильям Гершель, даже понимая мощь своего телескопа, не мог себе и представить, что еще можно понять о далекой Вселенной, кроме как считать до бесконечности туманные пятна и обновлять каталоги. Но затем появились два метода, которые начали совершенно новую главу в науке о Вселенной – фотография и спектроскопия. Фотография позволила фиксировать большие количества звезд одновременно, а также наблюдать Солнце. Спектроскопия дала возможность изучать различные свойства света, определяя физические характеристики объектов – температуру, массу, движение и химический состав. Это был настоящий прорыв в новую, доселе неизведанную область. Королевская обсерватория стала разрабатывать новые приборы и методы, двигаясь от астрометрии, измерения углов на небе между светящимися геометрическими точками, к реальной природе этих объектов. И первейший из этих объектов, конечно же, Солнце. Королевская обсерватория неоднократно организовывала экспедиции для наблюдения солнечных затмений, а с 1870-х в Гринвиче занялись регулярными фотографическими наблюдениями Солнца, набирая статистику и пытаясь описать циклический характер появления на нем пятен. Сэр Джордж Бидл Эйри приложил немало усилий к организации новых наблюдений, основав отделы, которые специализировались на гелиографии, спектроскопии, астрофотографии и двойных звездах. При Уильяме Кристи обсерватория работала в некоторых международных проектах, связанных с созданием фотографических атласов звезд. Для наблюдения Солнца использовалась и спектроскопия. Со временем эти работы вышли далеко за рамки старой миссии обсерватории по картографированию звезд и навигации. Кроме астрономии, в Гринвиче занимались еще и метеорологией и магнетизмом, даже организовали отдел, который они называли МИМ – магнетизма и метеорологии. Кому, как не астрономам и навигаторам, знать, как важно уметь предсказывать погоду? Метеорологи отдела занимались накоплением большого количества данных, оборудовав себе площадку со своими барометрами, психрометрами, термометрами и анимометрами неподалеку от магнитного павильона, где другие специалисты того же отдела пытались заниматься измерениями геомагнетизма. Магнитный павильон – уединенный домик подальше от других строений обсерватории, в котором не было ни одного стального гвоздя, а только медные, чтобы не мешать установленным там магнитометрам. Одним из самых существенных результатов наблюдений магнетизма была демонстрация Уолтером Маундером, главой отдела фотографии и спектроскопии, взаимоотношения между числом пятен на Солнце и геомагнитными бурями.
В 1925 году началось использование часовой системы Уильяма Хамильтона Шорта для измерения сидерического, звездного времени, что привело к открытию в конечном итоге неравномерности вращения Земли.